Витаю вас! Помните ли вы такую игру, как BattleBeat? Вы наверняка ее слышали примерно 1,5 года назад, в момент, когда она стала популярной. BattleBeat вышел в ранний доступ 15 июня 2023 года, и он представляет собой геймплей Battlefield на 254 игрока и графику как Vanchornet. И именно этим игра и завоевала интересы игроков, ведь она могла запуститься на фактически любом железе, так и механики были взяты со всех лучших частей батлы. Игра стала успешной и превысила ожидания самих разработчиков. Затем начали выходить регулярные обновления, комьюнити росло, а потом смерть игры. Видите ли, обновление 2.2.4, которое вышло 19 декабря 2023 года, стало последним на момент записи этого видео. Онлайн игры стал постепенно падать, сервера начали закрываться и игра умерла. Всем пока. Ладно, шучу. После выхода крайнего обновления разработчики делились нововведениями в своем Discord-сервере, пока не наступил март 2024 года. Зайдя в игру в то время, игроки могли увидеть вот такую всплывашку, которая говорила о том, что следующее глобальное обновление выйдет в середине апреля того года. Что же, звучит заманчиво. Игроки поверили и начали с нетерпением ждать долгожданного обновления. Наступил апрель и... Отныне обновление было отложено на неопределенное время. А знаете, в чем была причина? The thing is, we wanted a lot of features for this update because the thing is, we really wanted this update to be big and refreshing. That was pretty much the update. That was pretty much the goal of it. And the thing is, we realized that there's so many features and we are running out of time. And then we decided to, okay, you know what, let's take some of the features and put them onto the next update and release it between mid to end of April, which is around this time. This was the initial plan. So, and we're doing all this, what you call the planning and everything. We considered a bit more that, okay, thinking, are we doing a mistake by doing this? And then we realized that, this will be actually a big mistake because the thing is, we will be getting a lot of new players to BattleBit. This is because it's a very big, impactful update. We're getting a lot of new eyes on the BattleBit, and plus we're getting a lot of new, old players who stop playing the game. And the thing is, if we don't touch the things like the properly get the things that is affecting our player retention. The things that the players are most complaining about. If we don't get them properly implemented and fixed in that thing, the entire thing will be a waste, possibly a waste, pretty much. So the thing is, we want to take a bit more time on getting the things that are affecting the player retention, test them properly, get them right, and then actually, release this update. Проще говоря, выпустив бы обновление, игроки не получили бы чего-нибудь действительно интересного и, самое главное, нужного в этой игре. В BattleBeat есть немало проблем, как и геймплейных, так и визуальных. И если бы разработчики оставили все обновление как оно есть, очевидно, никому бы это не понравилось. Новички бы сразу уходили из игры, потому что они не понимают, как их убивают. А лады, может, и поиграли бы пару каток, но вскоре линули бы все равно, потому что мало значащего контента. Именно поэтому разработчики решили попросту не выпускать обновление и перенести его на неопределенное время, что тоже глупо, ибо игроки не резиновые. После объяснения случившегося, разработчик Okidoki поделился новыми звуками в игре на своем YouTube канале. С того момента стало понятно, что следующее обновление будет реально масштабным. В игре изменятся не только звуки оружий, но еще и появятся новые, позиционированные звуки. Вот вы только послушайте. Однако это лишь изначало то, что обновление задержится надолго. Так, собственно, и случилось. После этого, конечно, были различные обновления от разработчиков, как и большие, так и маленькие, но это сомнительная коммуникация с игроками. Тем более, когда главный разраб батлы не делится информацией насчет апдейта на протяжении 7 месяцев, буквально. Единственное, что мы знаем, так это то, что проводился тест обновления, на котором разработчикам отправлялся фидбэк насчет багов или недоработок от тестеров. И то я не совсем уверен насчет достоверности этой информации, ибо ничего найти не смог. Ну и в целом все. Никаких анонсов, никаких хотя бы отчетов, насколько именно обновление готово. Даже тот обещанный девкаст не вышел. Он был отменен до лучших времен, по всей видимости.
И единственный из 3 разработчиков, кто хоть как-то поддерживает контакт с игроками на этом этапе, это Velasquez, он же создатель карт. Большую часть информации насчет этих же нововведений мы узнаем именно от него, за что ему огромное спасибо. В остальном же никто не знает, когда выйдет обновление. Нет ни намеков, ничего. Остается лишь уткнуться в уголочек и плакать в подушку, считая дни, прожитые без обновления 3.0.0. Но на самом деле не все таки плохо. Самое главное, что сервера еще не закрыты, да и онлайн в игре кое-какой есть. И будет, если та самая преданная фанбаза не вымнет окончательно от нехватки обновлений. Ключевой посыл этого ролика был в том, что BattleBit не мертв. У него есть онлайн, хоть даже в 3 человека, но и разработчики тоже не улетели на Гаити со всеми своими деньгами. Все же делают обновления и время от времени все-таки делятся какой-либо информацией. Справедливости ради добавлю, что Velasquez и Larry уже закончили свою работу над обновлением 3.0.0. И сейчас вся задача висит на Доки-Доки, ну или же почти. Все, что нам остается делать в текущей ситуации, это терпеливо ждать анонса и проверять новости от разработчиков. Пишите свое мнение об этом видосе в комментариях, я прочитаю все до единого. До встречи.